После того, как мы прошлись бафом, нам теперь нужно придать форму свободному краю. При наращивании у нас совсем коротенькие должны быть ноготочки, у моделей также у нас короткие, просто мы придаем им четкую форму, для того, чтобы вот таких вот неровностей не было, чтобы мы могли спокойно подставить форму. После мы обезжириваем обезжиривателем, тщательно смочив салфетку. Убираем всю пыль. Ждем, пока подсохнет. И теперь нам нужно будет нанести дегидратор. Это у меня он вот от Коди. Это делается для того, чтобы наши ноготочки еще лучше обезжирились и в дальнейшем, чтобы хорошо держалось покрытие. Мы, получается, его наносим и на ноготь, и вообще и на кутикулу тоже. Ничего страшного, то, что у нас на кутикулу попадает, он только немножечко подсушит. Теперь нам нужно будет нанести ультрабонд. У меня вот Эми. Очень, кстати, классный. Он выполняет роль двустороннего скотча. Получается, таким образом у нас будет материал держаться хорошо. Наносим на весь пальчик, не задевая кутикулу и боковые валики. Так как если у нас ультрабонд растечется, это будет уже одной из причин того, что у нас будет растекаться туда же и наш материал, который мы уже будем наращивать. Ультрабонду нужно дать некоторое время подсохнуть на воздухе. Ну, это примерно минуту, максимум 2. Пока мы подготовим формы для наращивания и вот все, что нам понадобится. После некоторого времени, получается, у нас где-то около минутки, наверное, прошло. Теперь нам нужно будет нанести тоненьким слоем базу. Любую базу, которой вы пользуетесь при покрытии гель-лака, нам нужно будет совсем тоненький слой, как мы при выравнивании обычно делаем. Вот первый самый слой тоненький. Точно так же. Не доходя до кутикулы у нас примерно должен оставаться 1 мм.
ну, может, где-то полмиллиметра. Это мы делаем для того, чтобы у нас дальнейшая сцепка с материалом была лучше. Так как у ультрабонда, как сказать, время действия ограниченное, оно уже через какое-то время перестает работать, поэтому мы сразу сцепляем таким вот тоненьким слоем базы, а уже база за счет своего дисперсионного слоя, то есть липкого слоя, будет уже хорошо сцепляться с материалом, который мы будем наращивать. Я сразу намазала все 4 пальчика, так как я это делаю обычно быстро. Если как бы у вас растекается материал, если он более жидкий, чем, например, у меня, то вы можете делать по несколько пальчиков, там по 2 или вообще по одному. Все отправляем сушиться на 60 секунд. Все, теперь мы уже можем приступать к наращиванию. Для этого нам понадобятся нижние формы. Вот так вот они у нас выглядят. Я обычно сразу отрываю себе одну штучку и начинаем. Получается, сразу вот рву эту часть, где нужно нам разделить напополам. Отрываю. Этот кружочек я подклеиваю сюда, чтобы в дальнейшем нам удобнее было работать с небольшим отступом, так как нам, возможно, придется подрезать форму. Для этого небольшой отступ я оставляю. Вот видим вот эту среднюю линию. По средней линии вот немножечко делаем такой изгиб. Мы не сгибаем полностью, просто немножечко, получается, придавливаем для того, чтобы у нас форма повторяла арку натурального ногтя. При этом вот эти вот ушки я придерживаю для того, чтобы они не склеились и в дальнейшем как бы не составили нам проблем, так сказать, чтобы они нам потом не мешали. Подставляем форму, ставим ручку клиента, пальчик клиента прямо. Вставляем форму. В данном случае у нас форма отлично села. Смотрите, мы будем делать форму миндалик. Видите, форма должна повторять полностью арку нашего натурального ноготочка, никаких зазоров там не должно быть, как вот в данном случае. После того, как мы приклеили форму, заклеиваем уже затем ушки, чтобы они хорошенько держались. Снизу тоже получше заклеим. У нас должен получиться вот такой вот стилетик. И еще обратите внимание, переворачиваем ручку клиента и проверяем на симметрию. У нас получается форма должна быть продолжением центральной оси пальца. Видите, у нас получается все ровненько. Впоследствии при наращивании у нас и ноготочек тоже получится с вами ровненький. Переворачиваем теперь руку клиента для того, чтобы проверить вот в эту сторону. Смотрите. Нужно что-нибудь вот такое вот, наверное. Смотрите, у нас форма должна идти немножко вниз, вот совсем
буквально чуть-чуть, не слишком сильно, но немножечко вниз, особенно при форме миндаль. Это мы можем проверить таким образом, то что вот если у нас ушки склеиваются, значит у нас форма смотрит немножечко вниз. Если здесь слишком большой зазор остается, то значит форму вы приклеили неправильно. Теперь приступаем к самому процессу наращивания. Мы будем использовать акригель. У меня акригель фирмы Эластон, камуфлирующий. Я вообще очень люблю работать камуфлирующими гелями и акригелями, так как они цветные и их лучше видно. Но как бы если уж у нас дизайн требует именно прозрачного геля, только в тех случаях я использую прозрачный. В самую первую очередь нам, получается, нужно выстроить длину. Мы с клиентом советуемся всегда, какую хотите вы длину и форму. Наш клиент хочет миндалик, но насчет длины нам нужно тоже решить. Вот смотрите, у форм есть нумерация 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее, да? Что как раз таки будет определять нашу длину. Мы советуемся с нашим клиентом, на какой длине хотелось бы ей иметь в будущем ногти, и приступаем к работе. У меня вот такая вот кисть специальная для акригеля. Я на него выдавливаю вот такой вот небольшой шарик. Выкладываю его на стыке натурального ногтя и формы. Теперь я буду распределять его, придавая будущую длину ногтя и форму. Форма у нас будет миндалевидная. Для этого мне нужно смачивать кисть в обезжиривателе. Чуть позже я покажу, как это делается, и покажу вам лайфхак, чтобы это было удобно. Вот такими вот. Если мы видим то, что у нас слишком много обезжиривателя, мы можем немножечко вот так вот промочить. Я обычно это делаю на перчаточке прямо. Вот такими вот прихлопывающими движениями мы распределяем наш материал. В первую очередь мы идем в бок. У нас как раз таки вот по бокам на месте стыка натурального и искусственного ногтя та зона, с которых идет скол при неправильном наращивании. Поэтому мы особое внимание обращаем на эти места, для того, чтобы у нас там не было никаких зазоров. Прям вот такими вот прихлопывающими движениями ведем туда материал. Как видите, у нас акригель вообще очень удобен в использовании, он не течет. Мы можем спокойно работать с ним до того момента, пока нам наш результат не будет нравиться. Вот всегда вот обращайте внимание на этот стык между натуральным и искусственным ногтем. После того, как мы сделали эти места, мы приступаем к созданию формы. После этого создаем примерную длину. Можно оставить чуть больше, так как мы еще сможем с вами опилить. После того, как мы придали примерную форму и длину, мы немножечко оттягиваем материал вверх, чтобы у нас не было лишней толщины на торцах. Вот так вот подтянули совсем немножко, чтобы облегчить свою работу потом при опиле. И теперь нам нужно вот это вот место, где переход от натурального ногтя к искусственному материалу, нам нужно просто его
сделать совсем незаметным. Получается, то место, где у нас начинается искусственный ноготь, чтобы вот он был совсем-совсем такой тоненький. Для того, чтобы не было сколов в дальнейшем. Еще раз, перед тем, как отправить сушиться, еще раз проверили себя, посмотрели место стыка натурального и искусственного ногтя, подправили. Отправляем в лампу на буквально 10 секунд. После того, как мы буквально 10 секунд просушили, мы достаем ноготочек, сняли с него форму и вот таким вот образом, такими прищепочками мы прижимаем и отправляем. Сейчас прижимаем, чтобы у нас все было ровненько. И отправляем сушиться дальше. В таком вот мы виде просушили минуту. А теперь нам нужно задать правильную архитектуру ногтю. Как мы с вами уже разбирали на теории, у нас должен быть апекс, и затем идти вниз должно. Берем еще небольшую капельку акригеля. Вкладываем его сюда. Равняем точно так же переход от натурального ногтя к искусственному материалу. Тут у нас прям вообще совсем незаметный должен быть переход. Со всех сторон себя проверяем, и вдоль кутикулы, и вдоль боковых валиков у нас везде должно быть совсем все тоненько. Пока я разравнивала переход, у меня апекс немножко сместился, поэтому я такими вот движениями приподнимаю материал обратно. Как только у меня вот материал начинает тянуться, это значит, что у меня уже кисточка высохла, и я снова смачиваю кисть в обезжиривателе. Есть определенные специальные жидкости для работы с акригелем, но я считаю, что вполне подходит и обезжириватель, так как многие мастера его используют, и достаточно удобно. Вот таким вот образом мы уже разровняли, очень минимальную работу себе оставили во время опила. Смотрим на архитектуру ногтя, вид сбоку. У нас немножко смещена она, но я думаю, что во время опила мы это исправим. Можем немножечко еще подтолкнуть материал к апексу.
примерно такой ноготочек мы сейчас отправляем в лампу сушиться. Также на 60 секунд. Вот все, просушили ноготочек. Убираем редкий слой. У акригеля он выделяется совсем немножечко. Теперь мы будем производить опил формы и верхний опил. Для этого я беру, у меня вот такие вот пилочки я использую при наращивании. Данная пилка у меня 80 на 80 грит, он как раз таки предназначен для работы с искусственным ногтем, потому что достаточно жесткая абразивность. Опиливаем форму миндаль. Ставим пилочку под ноготь под углом 40-45 градусов при наращивании ногтей. Так как мы работаем с достаточно жесткой пилочкой, нам всегда нужно, вот я средним пальчиком оттягиваю как можно дальше боковой валик, для того, чтобы не поранить вот в этих местах клиента. Прям очень сильно оттягиваю и вообще стараюсь туда вообще подставить свою вот перчаточку, даже если будет задевать, то будет задевать мою перчатку. Но ни в коем случае не раним клиента. Точно так же с другой стороны. Здесь уже я придерживаю своим большим пальчиком. Задали примерную форму, к опилу формы мы еще будем возвращаться после опила. Как мы держим пилку при опиле? Мы ставим на средний пальчик, получается нашим мизинчиком, вот он, не мизинчик, безымянным пальчиком нашим, получается, вот он у меня, придерживаем вот отсюда. И сверху, получается, с верхней стороны пилки мы уже ставим наш указательный и большой пальчик. В общем, получается, вот в таком вот виде мы его должны держать. При верхнем опиле мы начинаем с торца. Вот такими вот движениями вверх. Торец у нас всегда должен быть тонкий. Мы никогда его толстым не будем оставлять, чтобы у нас максимально натурально выглядело. Точно так же сбоку. Обратите внимание, всегда придерживаю боковой валик. Здесь уже у нас немножечко пойдут более округлые движения. Получается, если мы здесь пилили вот так вот, только прямо, здесь немножечко округлые. Всегда работаем аккуратно, не задеваем боковые валики, не задеваем кутикулу. Получается, все наши движения идут к апексу, к нашему апексу, то есть к наивысшей точке. Переворачиваем другой бок. И тут у нас точно такие же округлые движения, но только уже в другую сторону. Точно так же в сторону апекса. Всегда говорите клиенту, если вам будет больно, говорите сразу, потому что мы можем когда-то там не заметить то, что мы задеваем кутикулу или боковые валики. Как только становится больно, мы, значит, сразу же начинаем работать уже аккуратнее. Значит, в этом месте, значит, мы где-то можем не увидеть. Вдоль кутикулы мы работаем совсем аккуратненько. И вот пилим мы немножко, потому что у нас там и так очень тоненький слой
корпус материала. Совсем вот немножечко прошлись, но пройтись немножко надо. Очень-очень аккуратно, так как кожа у нас там тоненькая, материал тоже тоненький. Так, вот прошлись один разочек и проверяем себя. Переворачиваем пальчик клиента. Вид сбоку смотрим. И проверяем. Проверяем свой апекс. Можно вот так вот, таким вот образом подставить пилочку, посмотреть, где у нас наивысшая точка. У нас получается наивысшая точка вот тут вот, как раз таки там, где у нас он должен быть, на середине натурального ногтя. Значит, наивысшая точка у нас определена правильно. Смотрим также вид, получается арку поперечную. Поперечную арку проверяем. Тоже смотрим на неровности. Вот здесь вот мы можем заметить то, что у нас немножечко с левой стороны побольше материала, поэтому мы еще раз произведем здесь опил для того, чтобы у нас таких неровностей не осталось. Вот опил у нас произведен. Даже, наверное, еще можем немножко отсюда убрать. Вот, смотрим. Теперь у нас все ровненько. И еще раз возвращаемся к опилу формы для того, чтобы уже проверить, насколько ровно у нас все сделано. И проверить симметрию. Еще разочек проходимся. Вот пока вот мы опиливали сверху, у нас он немножечко заострился, поэтому мы его закругляем немножко, потому что мы делали не острую форму, а миндалик мы хотели. Теперь для того, чтобы проверить симметрию, мы переворачиваем пальчик и смотрим. Вижу, что у меня немножечко уходит в один бок, поэтому я прям в таком же положении его подправляю. И точно так же снова закрепляю наш кончик. Поэтому вот при выкладывании длины, когда еще мы работаем на формах, советую вам оставлять буквально на миллиметрик, на полмиллиметрика. На полмиллиметрика, скорее всего, лучше будет сделать длиннее, чем хочет ваш клиент, чтобы потом при опиливании уже у нас слишком короткие ногти не получились. А получилось именно так, как желает наш клиент. Вот, в принципе, этот ноготочек у нас готов.